В июле 2018 года в Украине арестовали 78 российских вагонов. Их передали в управление «Арма». Деньги с их эксплуатации должны были попасть в бюджет Украины. Но в итоге вагоны оказались под управлением компании, связанной с депутатом от Народного фронта. Кто наживается на имуществе, изъятом в рамках уголовных дел? Как антикоррупционеры стали элементом коррупции и зачем руководитель «Арма» Антон Янчук развел парк коррупции в своем ведомстве? Ответы в сегодняшнем видео. Вітаємо створення парку корупції. В предыдущем расследовании «Вестей» мы говорили о коррупционных схемах в Национальном агентстве по вопросам розыска и выявления имущества, полученного преступным путем. Оно также известно как «Арма». По результатам нашего расследования мы выяснили, что «Арма» и ее руководитель Антон Янчук замешаны в теневых конкурсах по управлению имуществом, которое изъято в рамках уголовных дел. «Арма» содействует рейдерским захватам предприятий, погромам в редакциях СМИ, нападениям на журналистов. Такое положение дел руководитель «Арма» Антон Янчук считает эффективной работой и призывает бізнес к сотрудничеству. Ми відкриті до діалогу і запрошуємо бізнес до співпраці. Правда, диалог и сотрудничество Антон Янчук предпочитает все же выстраивать не со всеми компаниями, а только с близкими к партии «Народный фронт». Так было с офисом редакции газеты «Вести». Его «Арма» отдал фирме «Бизнес-центр Навигатор». Один из основателей «Навигатора» Николай Петренко числится помощником депутата от фракции «Народный фронт» Сергея Драюка. Что потом произошло с офисом «Вестей», мы показывали в прошлом видео. Сотрудничество Антона Янчука с бизнес-окружением партии «Народный фронт» не случайно. По информации СМИ, назначение Янчука в «Арма» лоббировала именно эта партия. Косвенным подтверждением этого служит то, что в кресло руководителя «Арма» Янчук пересел с должности заместителя министра юстиции Павла Петренко, одного из лидеров Народного фронта. И именно депутаты этой фракции становятся эксклюзивными управителями арестованного имущества. «Арма» не є виключення. «Арма» працює під одну політичну силу, в інтересах однієї політичної сили. І, на жаль, її робота з кожним роком і кожним днем її роботи все більше і більше дискредитує ту ідею, з якою вони виходили на ринок. Ситуація з «Армою» – це взагалі ситуація нетипова. Це корпорація «Укррейдер». Її багато хто називає, хто з нею стикався. Адвокатське об'єднання Войченко і Дульський має ряд проєктів, де ми стикалися з роботою «Арми». Всі залишили після себе вкрай негативні враження і більше питань, ніж відповідей. Мало того, в будь-якому проєкті, з яким ми зустрічалися, очевидно прослідковується корупційна складова. Следующими активами, с которыми «Арма» любезно поделилась со своими политическими партнерами, стали 78 вагонов, которые изъяли у компании Rail Translogistic. Основанием для ареста этих вагонов послужило то, что согласно решению Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля 2017 года применены экономические санкции к компаниям «Ростех» и «Рособоронэкспорт». Эти компании, в свою очередь, были учредителями российской компании «Веб-лизинг». Управителем имущества на территории Украины «Веб-лизинг» являлась компания Rail Translogistic. Среди его имущества были 78 вагонов, которые были арестованы в рамках уголовного дела СБУ и переданы в управление «Арма». Как распорядилась «Арма» изъятыми вагонами? «Арма» объявляет тендер на управление этим парком вагонов. Их общая рыночная стоимость оценивается в 26,5 миллионов гривен. По условиям тендера компания-управитель получает 50% прибыли от эксплуатации вагонов и не несет никакой ответственности за их амортизацию. Есть все признаки того, что существует некая схема, а компания – лишь способ для легализации деятельности по использованию этого движимого имущества для галочки или во исполнение закона. Визуально отъем вагонов легален, как и передача его «Арма», и дальше по цепочке этой компании. Но если копнуть глубже, не исключено, что можно найти схему по оптимизации прибыли и минимизации расходов на выплату налогов. Схема заключается в сокрытии реальной прибыли, невыплате гонорара «Арма». Дальше деньги, предположительно, делятся в виде кэша между участниками этой схемы, рассказал адвокат, директор адвокатского объединения Goldorp Advice Яков Кольдорп.
Тендер по управлению вагонами выигрывает никому неизвестная компания «Велес АДВ». И если вы думаете, что «Велес АДВ» самый компетентный управитель, ошибаетесь. Эта компания – еще одно подтверждение абсолютно непрозрачных и часто коррупционных тендерных закупок, которые процветают в АРМА. Так, согласно данным системы YouControl, уставной капитал «Велес АДВ» составляет 1000 гривен, а сама компания зарегистрирована в квартире по улице Автозаводская в Киеве. Аккурат к тендеру компания вносит изменения в основные направления деятельности – сопроводительные услуги при перевозках. До этого компания специализировалась на оптовой и розничной торговле, рекламных услугах и управлением недвижимостью. Впрочем, согласно справке «Велес АДВ», которую компания предоставила АРМА, она руководит 3000 вагонов и является контрагентом таких промышленных корпораций, как ДТЭК, Метинвест и ArcelorMittal. И это при уставном капитале 1000 гривен и офисом в киевской Хрущевке. Удивительно, но согласно внутреннему регламенту, АРМА вообще не перепроверяет предоставленную информацию о компании-управителе. Таким образом, «Велес АДВ» мог написать, что сотрудничает даже с НАСА или Apple. Мы побывали по месту регистрации компании. Исходя из данных о компании «Велес АДВ», можно сделать вывод, что компания – типичная подкладка для реализации коррупционной схемы по управлению активами. И ведомство Янчука просто передало изъятые в рамках уголовного дела вагоны третьей стороне, которая получит 50% прибыли от их эксплуатации. Кстати, распределение прибыли пополам – еще одно новшество от АРМА. Обычно управитель оставляет себе не более 25%. Но даже так компания-прокладка будет получать до 1500 гривен в сутки прибыли, что позволит ей заработать около 20 миллионов всего за год управления вагонами. В одному договірі передбачено 25%, в другому 30%, в четвертому 50% від отриманої вигоди. Повернути, наприклад, в державу. За що? Тобто, от тут якраз в цій ситуації виникає досить багато серйозних питань, які, очевидно, прослідковують і корупційну складову. І непрозорість визначення переможців, і непрозорість проведення оцінки цих активів, які передаються, і непрозорість визначення безпосередньої кількості або суми, яку необхідно щомісячно оплачувати за оперування цими речами. Кроме этого, АРМА не контролирует финансовую составляющую управления имуществом. Попросту говоря, управитель может сдавать в аренду имущество в разы ниже рыночной стоимости актива. Остается выяснить, в чьих интересах АРМА и Антон Янчук провернули эту нехитрую коррупционную операцию. И мы нашли ответ на этот вопрос. Внутри АРМА изъятыми вагонами занимался начальник 4-го отдела управления по вопросам управления активами Филипп Квитко. Ми йдемо на сніданок до родини з не менш теплим прізвищем Квітко. Ходімо знайомитись. Вона опозиційний журналіст. Він один із активістів Кримського Євромайдану. 2 роки тому, у перший день окупації, їм довелося тікати. Переехали мы с двумя чемоданами, одной машиной, фактически в незнакомый город. Вначале, конечно, съемные квартиры, одна, вторая. Филипп Квитко – достаточно известная личность. Известен он не своими успехами, а тещей, которая является депутатом от партии «Народный фронт» и сейчас занимает должность омбудсмена Украины. Как вы уже догадались, мы говорим о Людмиле Денисовой. Филипп Квитко женился на младшей дочери Денисовой, Александре, в июне 2011 года в Крыму. По информации СМИ, организация торжества обошлись в колоссальные $600 000. С тех пор бизнес Квитко пошел в гору. Предприятия и группы в Крыму занимались обслуживанием водного транспорта, предоставлением в аренду недвижимого имущества, строительством, ткацким производством, оптовой торговлей, печатным и рекламным бизнесом. И даже после аннексии Крыма Квитко продолжает контролировать часть предприятий. Речь идет о предприятии «Крымжелезобетон». На данный момент «Крымжелезобетон» возглавляет друг семьи Денисовой и Квитко, бывший народный депутат от партии «Батькивщина» 6-го созыва Велижанский Сергей. «Крымжелезобетон» имеет 3 филиала в Крыму – в Севастополе, Симферополе и Бахчисарае. В декабре 2017 года «Крымжелезобетон» внесен в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации. Таким образом, Денисова и ее зять через подставных лиц не просто контролируют предприятия на оккупированных территориях, но и платят налоги в казну России.
В Киеве Людмила Денисова, используя влияние партии «Народный фронт» на Антона Янчука, устроила своего зятя на хлебную должность. В качестве руководителя управления по вопросам управления активами Квитко под руководством Антона Янчука содействует передаче арестованных активов в нужные руки. Одним из таких активов и стали 78 вагонов, которые передали компании «Велес АДВ». Условия передачи более чем выгодные. Компания не несет никакой ответственности за состояние активов и забирает половину прибыли с их эксплуатации. Удивительно простая коррупционная схема, но есть ли смысл удивляться, если руководитель АРМА Антон Янчук назначен по протекции Народного фронта и, по сути, обслуживает интересы одной политической группировки? Тем более, что в преддверии президентских и парламентских выборов Народному фронту необходимо пополнять партийную кассу. АРМА и Антон Янчук, по сути, и стали одним из инструментов пополнения казны Народного фронта. Согласитесь, забавно, что антикоррупционный орган, который создавался европейскими и американскими партнерами Украины, служит всего лишь инструментом заработка для партийных боссов Народного фронта. На сегодня, когда мы уже завершили расследование, на сайте АРМА появился новый потенциальный управитель железнодорожным транспортом – компания Carel Group. Все так же с уставным капиталом в 1000 гривен и все так же зарегистрировано в жилой квартире многоэтажки. Только вот конечный бенефициар этой компании надежно спрятан на Кипре. Но для нас нет ничего невозможного, и вполне вероятно, что именно эта компания может стать предметом нашего следующего расследования. Подписывайтесь, чтобы знать всю правду.